Никто не должен был видеть Чонгука в тот день. Никаких камер, никакого расписания, ни единого предупреждения. Но в ту секунду, когда его нога коснулась пола аэропорта, реальность сдвинулась. И когда Тэхён обернулся, его реакция заставила замереть весь терминал. Фанаты не кричали, они судорожно вздохнули, потому что то, что произошло дальше, было не просто сюрпризом. Это выглядело как кульминация драмы, сценарий которой никто из присутствующих не читал. В то утро аэропорт казался пугающе тихим, обманчивое затишье перед катастрофой. Мягкий гул объявлений, ленивый стук колесиков чемоданов о полированный пол. Тэхён шел сквозь этот вакуум, низко надвинув капюшон. Наушники отрезали его от мира, но не от собственных мыслей. Он только что завершил изматывающий зарубежный график. Плечи ныли от тяжести невидимого груза, глаза жгло от бессонницы, но лицо хранило маску привычного безразличия. План был прост: машина, дом, темнота. Никаких сюрпризов. Так думали все, пока воздух не наполнился электричеством. Шепотки поползли, как трещины по льду. Взгляды словно магнитом притянулись к одной точке. Тэхён не слышал их, он просто шел. Но вдруг толпа расступилась, словно Красное море. В проеме между линиями досмотра возник знакомый силуэт. Черная кепка, маска, руки небрежно спрятанные в карманы куртки. Чонгук. Здесь, без охраны, без причин, словно он шагнул сюда из другой вселенной. Тэхён обернулся. Время остановилось. Его шаг прервался, тело окаменело. Глаза расширились, выдавая бурю эмоций, которую он так тщательно прятал. Чонгук поймал этот взгляд. Даже сквозь расстояние между ними проскочила искра, тяжелая, болезненная, незавершенная. Тэхён медленно, словно во сне, стянул один наушник. Его губы беззвучно сформировали имя. Глаза Чонгука сощурились в грустной улыбке, и в этот миг плотина прорвалась. Терминал ахнул, взлетели телефоны, люди хватались друг за друга, не веря своим глазам. Этого не может быть, он же должен быть в другой стране. Тэхён сделал шаг, один, неуверенный. Чонгук не шелохнулся, ожидая. Пространство между ними звенело от напряжения. «Почему ты здесь?» – прошептал Тэхён. Его голос дрожал, но в тишине он прозвучал как гром. Чонгук медленно поправил козырек кепки. В его глазах мелькнуло что-то похожее на отчаяние, смешанное с решимостью. Его голос был тихим, но твердым. «Я должен был тебя увидеть». Воздух выбило из легких Тэхёна. «Потерять?» Но прежде чем он успел ответить, реальность вторглась в их мир. Крик фаната разорвал тишину. Охрана рванулась вперед. Вспышки камер ослепили их. Но Чонгук не отступил. Он наклонился к самому уху Тэхёна, игнорируя хаос вокруг. «Если они нас разлучат, — быстро прошептал Чонгук, — то ты не услышишь главного. Я не хочу, чтобы мы стали просто воспоминанием друг для друга». Рука охраны легла на плечо Чонгука. «Сэр, нам пора». Их взгляды сцепились в последний раз. Тэхён стоял неподвижно посреди бушующего океана фанатов, пока Чонгука уводили. И только Тэхён знал, какие 3 слова прошептал Чонгук, прежде чем исчезнуть. Слова, которые перевернули все. Позже, в безопасности чужой гостиной, Тэхён сидел, обхватив голову руками. Его глаза были красными и опухшими. Той искры, что зажигала стадионы, не осталось, лишь пепел. «Я даже не знаю, с чего начать». Его голос был ломким, как сухое дерево. Все кажется таким невыносимо тяжелым. Саджун, Пак Саджун, сидел напротив. Его взгляд был полон сочувствия. «Мир забирает у нас все, Тэ, а мы продолжаем отдавать, даже когда внутри пусто. Но я не знаю, осталось ли во мне хоть что-то». Тэхён поднял взгляд, полный боли. «Я просыпаюсь с чувством, что уже опоздал, что я должен кому-то что-то доказывать. Я улыбаюсь для армии, для мемберов, но когда я прихожу домой, тишина звенит в ушах. Мне кажется, я исчезаю, Хён, я растворяюсь».
Хёншик, Пак Хёншик, пересел ближе и крепко обнял его за плечи. Саджун положил руку ему на спину. «Выпусти это», — мягко сказал Хёншик. «Тебе не нужно быть Ви прямо сейчас. Будь просто Тэхёном». И он сломался. Рыдания вырвались из его груди, уродливые, громкие, полные отчаяния. Он плакал о том, как устал быть сильным, и о том, как страшно ему было сегодня в аэропорту, когда он понял, насколько сильно скучал. Когда слезы иссякли, в комнате повисла тяжелая, но честная тишина. «Тебе стоит поговорить с ним», — тихо сказал Саджун. Тэхён замер. Ему не нужно было спрашивать имя. «С Чонгуком?» «Он сходит с ума от беспокойства», — подтвердил Хёншик. «Он звонил нам, спрашивал, как ты». Тэхён опустил голову. «Он звонит мне, пишет, но я не мог ответить. Я не хотел, чтобы он видел меня таким, разбитым». «Тэхён», — голос Саджуна стал строже, — «он любит не идола с обложки, он любит тебя, настоящего. И то, что он прилетел сегодня, нарушив все правила, доказывает это». Слова ударили в самое сердце. Воспоминание о глазах Чонгука в аэропорту, полных страха и надежды, обожгло его. «Я не хочу, чтобы мы стали воспоминанием». Тэхён дрожащей рукой достал телефон. «Вы правы, я должен». Саджун ободряюще сжал его плечо. «Звони, он ждет». Оставшись один в полумраке комнаты, Тэхён смотрел на экран. Имя Чонгуки светилось в темноте, как маяк. Палец завис над кнопкой вызова. Сердце колотилось где-то в горле, заглушая мысли. Один гудок, второй, третий. Гудок прервался. Тишина на линии была оглушительной, но затем знакомый, родной голос, полный нежности и облегчения, прошептал: «Я знал, что ты позвонишь». В аэропорту, который, казалось бы, должен был быть тихим, внезапно поднялся шум, когда Чонгук появился без всякого расписания и предупреждения, пробираясь сквозь толпу, чтобы встретиться с Тэхёном. Среди шума и ослепительных вспышек фотокамер время словно остановилось, когда их взгляды встретились. Отчаянно, но решительно Чонгук прошептал посреди хаоса: «Я не хочу, чтобы мы остались просто воспоминаниями», прежде чем охрана силой разняла их, оставив Тэхёна застывшим, а обещание повисло в воздухе. В ту ночь защита Тэхёна наконец рухнула перед его лучшими друзьями — Сахджуном и Хьонсиком. Он плакал, изливая свою пустоту и страх, что он медленно исчезает в свете софитов. Он признался, что избегал Чонгука, потому что не хотел показаться слабым. Однако друзья заверили его, что Чонгук любит его настоящего, а не его айдол-образ. Дрожащими руками Тэхён наконец набрался смелости позвонить. Когда гудок затих, раздался мягкий и ободряющий голос Чонгука: «Я знал, что ты позвонишь».